У меня не было денег купить жетон на метро, то есть, а до этого у тебя там, извини меня, там шаманизм, тантра, кашмирский шиваизм, санскрит, и туда же там еще какая-нибудь математика и физика. Все прочертили, формулы посчитали, и искусственный интеллект нам сказал: с Богом, пацаны, все, погнали, как бы загружайте свои ракеты, мы летим на стройку. Монтаж, йоу! Привет! Это «Радио Аня», подкаст, в котором мы обсуждаем и исследуем процесс взросления, его влияние на нас, наши убеждения и ценности, и делаем это без предубеждений, осуждений, страха и истерики. У нас в гостях девушка прекрасная, очень красивая, вы не видите, зато я вижу, и мне приятно, которая зовут Алия, и это очень важно. Алия! Провалила миссию, тебя попросили только представить человека. Прости, пожалуйста. Надо было Машей назваться. Конечно, это бы сильно всем упростило жизнь. Ани, это вообще. факт. Можешь Аню поиграть сейчас немножко? Алия, оказывается, это имя обозначает богатство и процветание, да? И восхождение. И восхождение. В общем, если часто произносить его по ночам, то рано или поздно вы куда-нибудь взойдете. Я немножко прокомментирую. Мы пересекаемся с Алей именно по ее проектам, связанным с космосом. Есть понятие космоса снаружи, условно, и космоса, микрокосмоса внутри. То есть, по сути, о соединении космоса и человека. И все проекты про это. И стало понятно, что все трансформации, которые Алия переживает и переживала, они нашли отражение в ее деятельности бизнесовой. То количество практик, которые попробовала наша героиня, это достаточно длинный путь и достаточно насыщенный. И очень захотелось об этом узнать, потому что этот процесс не заканчивается. Какие у тебя в жизни были самые трансформационные события? Первый мой самый такой главный трансформационный опыт, с чего началась, наверное, вот моя история с космосом и с таким погружением в эту тему, это мое детство в Пулковской обсерватории. Мама была астрофизиком, и друзья семьи были братья Стругацкие. И они сидели вот у нас там часто там на кухне, там вот астрофизики, вот эта вся движуха, и причем такая вот подпольная питерская тусовка. И когда у тебя идет разговор не просто о науке, да, там какие-то science technologies, а больше именно о таких вот как полуфантастических вещах и полутонких. Ну вот люди на полном серьезе тебе сидят и говорят, то, что да, возможно жить в космосе, там, да, можно там находиться, то, что у нас там мультивселенная, у нас там есть черные дыры, и это на секундочку там, друзья, 90-й год, то есть, ну, как бы, когда не было там и в помине ни Нила Деграсса Тайсона, ни Хокинга, ни Интерстеллара, ничего такого, то есть сейчас-то, в принципе, такое как бы еще можно себе представить разговор на кухне, тогда это было из области фантастики. Второй трансформационный опыт — это была Кора на Кайлаше. Вот. Мне было тогда 18 лет, и тоже тогда, как бы, в принципе, мало кто... А что это такое? Кора Это была? гора, ну, она считается с точки зрения там, философии и мифологии центром мира и связывает как раз наш мир с миром богов, с Вселенной, вот, и является как раз таким проводником энергии на нашу планету. В Африке? Вот. Тибет. А сколько километров обходить гору? Ну, примерно идти где-то 5-6 дней, в зависимости от Один погоды. раз. Один раз. И ты обошла? Или взобралась? Нет, на нее взбираться категорически нельзя, и там даже есть истории, то, что там были люди, кто пытался на нее забраться, они все либо умирали, либо резко стареть начинали, в общем, либо заболевали, в общем, что-то с ними случалось. Мгм. Как будто бы ты лезешь там в обитель богов, Мгм. ну, в какой-то другой мир, куда человеку не стоит лезть. Вот. А третий трансформационный опыт, здесь уже начинается прямо разветвление несколько, потому что я, с одной стороны, практиковала долго шаманизм, я прям в Перу жила, училась на шамана, если это можно так сказать. Много работала, естественно, с аюваской, с рапе, с разными местными Инструментами. травами, растениями, да. Вот. Но это также еще наложилось, естественно, и на мой собственный интерес. Я изучаю еще долго кашмирский шиваизм и санскрит. И это тоже трансформационный опыт. И это тоже как бы вот очень сильное влияние. Поэтому мне очень сложно выделить из этого всего что-то одно. И, наверное, еще один такой вот, ну, как, пожалуй, то, что я вообще начала делать проект города в космосе. Вот. Это случилось еще сколько? 5 лет назад я начала эту штуку делать. И это тоже меня трансформирует. То есть здесь уже, когда проект начинает влиять на твою жизнь. То есть как портрет Дариана Грея, то есть что картина начинает на тебя влиять, вот здесь, когда твой проект начинает на тебя влиять и тоже менять твою жизнь очень сильно. Расскажи, пожалуйста, какой ключевой урок ты выучила из шаманизма? Я начала этим заниматься, потому что у меня, в принципе, вот был, начиная, наверное, с
ну, по сути, с детства, да, я просто рано очень попала сначала к буддийскому монаху, я изучала цигун, тайчи, мне было 6 или 7 лет. Вот, потом... О, это Это духи. Духи, Сейчас видишь, всё, шаманизм пошла. включился. Потом это все перетекло в йогу, в изучение там тоже разных йогических традиций. Это вот в подростковом возрасте было 12-13 мне лет было. И потом это все дальше вот начало перетекать уже в такие там в изучение как раз тантры. Тантру начала изучать тоже, год был 2004. В России близко, наверное, никто не слышал. То есть максимум там Оша кто-то там почитывал. Я стала обращать внимание на то, что люди, которые занимаются достаточно прикладными науками, которые связаны либо с современностью, либо с будущим, они приходят к душевному покою через как раз эзотерические или духовные практики. Я так понимаю, что у тебя тоже именно такая же как бы история, что несмотря на то, что ты занимаешься технологиями и абсолютно как бы вот супер технологичными вещами, ты как бы к душевному покою тоже идешь через эзотерику. У меня есть особенность сознания, я синтезирую разные вещи. То есть у меня в голове очень прекрасно укладываются, например, знания мои там, о нейрофизиологии, мое образование в нейробиологии, шаманизм, тантра, кашмирский шиваизм, санскрит и туда же там еще какая-нибудь математика и физика. То есть у меня это все соединяется в единую систему. И по сути то, что я сейчас в жизни делаю, это, знаешь, как у меня такая... Можно сказать, сверхидея, это даже не цель, это не мечта, это просто такая сверхидея. Мне интересно сделать систему знаний о жизни человека, о том об устройстве нас самих, да, как энергоструктуры, физической структуры, об устройстве нашего мира. Я понимаю, что это на сплетении идет как раз разных традиций, разных практик. У меня даже, я когда медовик пеку, у меня тоже связано и духовное развитие, и наука в этом медовике. Какой кайф. Поэтому я в шаманизм пошла не просто ради трансформации себя, да, как человека, а еще с точки зрения понимания этого как структуры. Потому что без понимания изнутри ты не можешь это никуда вплести, ничего дальше И с этим. какое знание ты выяснила из... Ну, какое знание Можно ты я вытащила буду из шаманизма? успевать шутить, пожалуйста? Подожди, я не могу, я очень заинтригована сейчас, у меня просто невероятно. Поток вопросов ты в голове. Блаватская 21 века. Не совсем, не знаешь, мне Не ближе такая Эйнштейн. занудная. Вот ты знаешь, мне то есть, по Симпатичней. сути, то, что я делаю, теория всего. Вот у меня вот в ту сторону, знаешь, там такие вот проблески идут. Я похожими вещами занимаюсь, когда ты видишь, что одна и та же как бы идея, вот здесь вот так рассказано, здесь вот так рассказано, здесь вот так рассказано. Мгм, И думаешь, да, ого, да, можно да. вот эту практику с этим смешать, потому что они где-то близко. Вот, Следующий пост — топ-10 истин, которые есть во всех учениях. Топ-5 способов просветлиться. Да. А в чем соль как бы этого экспириенса жизни в Перу, занятий с айваской? Типа, я могу себе представить, что это такое, Смотри, но... вот это все глобально. Там есть аюваска, можно травы курить, можно медитировать, можно на гвоздях стоять, можно заниматься йогой, пранаямами, тантрой, ездить на Burning Man, экстатик дэнс, какао-церемонии, вот молиться Богу, ходить в церковь. Вот глобально это все об одном и том же. Только это немножко, знаешь, как... То есть как раз вот шаманизм, да, это немножко разные как уровни энергии. То есть, например, там церковь и Бог, ты там приходишь в определенное здание, это определенные, скажем так, декорации взаимодействия с одним и тем же, то есть с твоим собственным сознанием и с пространством, понимание именно себя в этом мире, в этом как бы, ну, как в этой вселенной, вот, и как ты своим там словами, действиями, мыслями, бизнесами влияешь на нее, и как она влияет на тебя. И вот это вот дает, ну, наверное, шаманизм — это просто один из кирпичиков вот этого понимания. Так а знание это какое? Которое я не могу докопаться. Про себя, про мир. Про себя, про мир. да. Просто у меня, например, друг ездил на айваску церемонию в Перу, приехал и сказал, я переосмыслила свое ощущение собственного тела. Он говорит, я всегда фокусировалась на том, что внутри. Я как бы вкачивал то, что внутреннее. А после церемонии айваски стало понятно, что тело, его нужно так же качать, как и внутреннее. И он, например, с тех пор начал дико как бы заниматься вот именно своими разными телесными практиками, чтобы прокачивать тело, потому что это очень влияет на познание духовного. Слушай, ну здесь, знаешь как, это на самом деле у каждого человека, понимаешь, у него свои какие-то идут инсайты и ощущения. То Так есть стопудово, я поэтому и да. спрашивала, какое у тебя как бы знание. Видишь, у меня, я это вот то, что ты сейчас говоришь, например, там про баланс всех систем, понятно, что должен быть баланс между умом, телом, душой, эмоциональным, чувственным развитием и действиями, потому что очень странно, например, там прокачивать сознание через медитации и практики, но при этом у тебя там тело, бизнес, там, допустим, и твоя реальная жизнь, она в нулевом состоянии. То есть это мы здесь берем Это базу возможно тогда. так? Нет.
Мне Потому тоже что кажется, что если Потому ты... что мы берем базу, вот есть теория спиральной динамики, наверняка слышали про нее. И спиральная динамика, она же, то есть ее можно там применить к организации, там, к сообществу, к человеку. И ее точно так же можно применить к нашему, как к человеку, как к системе. То есть, допустим, если у тебя там какое-то там слабоватенькое здоровье, ты можешь там сколько угодно там обмедитироваться и познавать тонкости Вселенной и мироустройства, но если у тебя не закрыты уровни, например, семьи, да, и каких-то взаимоотношений, здоровья и денег, то это все как бы, ну, как Филькина грамота такая. На меня очень повлияло восприятие иерархических структур джойтиш, потому что у каждого человека есть какой-то свой определенный путь. А я вот про это и говорю, про канву, потому что, смотри, Джиотиш, да, он же в своей, как бы, ну, как базе говорит о том, что, по сути, каждый из нас, у нас есть свой какой-то генетический код, да, с которым мы пришли вот в этот мир. И дальше у каждого есть, ну, скажем так, свои там цели, задачи и параметры для развития. Просто Нет, вопрос... джойтиш супер директивная как раз наука. Не согласна, слушай. Она говорит, смотри, у тебя есть дхарма, ты должен ее реализовать. Ну, как бы у тебя есть задачки определенные. Да, есть свобода воли. Ты да, можешь... я про нее Да. говорю, да. Она у всех нас есть. Ты можешь ее реализовывать, можешь не реализовывать. У тебя есть разные уровни, с которых ты можешь реализовать ту или иную позицию. Сильная у тебя Венера, очевидно, если ты хорошо синтезируешь знания. И ты можешь ее реализовать по-разному. Синтезировать, я не знаю, там знания не совсем духовные, не знаю, там о новшествах, а можешь брать духовные знания. И то, и другое будет работать. У тебя есть эта свобода выбора. Но тем не менее, все равно есть определенная предопределенность. Предрасположенность, Да. конечно, да. И здесь, кстати, знаешь, я когда говорила про спиральную динамику, я говорила не про иерархию, а именно про, знаешь, как определенные треки развития. То есть, ну, условно, там, занимаясь, допустим, бизнесом, ну, так, если по-простому, ты не должен забывать там про тело, про духовность и про все остальные. Туалеты. Ну, да. Классный кейс. Я слышала о том, что коричневый уровень, тот, который мы не замечаем, он базовый, он про безопасность, про физическое. Но когда он ломается, он в этот же момент ломает всю структуру. Ну, то есть если в огромном офисе ломаются туалеты, какие Да. бы вы прокачанные менеджеры не были, у вас будет большая Бирюзовая проблема. организация, Да. все посыпется. К чертям собачьим, просто потому что туалетов нет. И вот это вот здесь, да, наверное, когда мы говорим про человека, мне очень сложно согласиться с тем, что человек — это определенная структура. То есть микрокосмос, вот здесь мне как-то проще, потому что космос, он непознаваем. Это то, в сторону чего я и копаю. Это и есть, вот я это, можно, не знаю, назвать теория космоса, теория всего и так далее. Потому что есть определенные параллели между разными как раз вот этими там практиками, науками, учениями, религиями, знаниями о человеке и том, что в космосе, и том, что внутри у нас. Есть определенные, знаешь, как фреймы, что ли. Как раз. Расскажешь про какой-нибудь фрейм? Слушай, ну вот базовый фрейм, то, что я так аккуратно по нему упомянула, например, вот структура санскритского языка, он же является одним из протоязыков, который лег потом в структуру и английского языка, и грамматик многих, там, вот английского, немецкого, русского в том числе. Его, например, как он связан с мозгом человека, и еще как разные буквы алфавита и звуков связаны с планетами и разными домами в джиотише и в астрологии. О взаимодействии домов планет с каналами в человеке, с эндокринной системой, с железами и так далее. Или, например, как это влияет на твою нервную систему, на твои гормоны, на твои проявления, там, не знаю, и на твои реакции в бизнесе, там, не знаю, в отношениях и так далее. Это же безумно интересно. Вот тебе один из примеров фреймов. Согласна вообще со всем. База все веды. Ну, то есть и веды — это джойтиш, это аюрведа, это про квартиры, про пространство. Васту. Васту. Ипотека. Грустное, блядь, слово очень. И я, когда пришла первый раз к своему врачу аюрведы, который мне посоветовали, я пришла к нему вегетарианкой, такой, я бросила пить, бросила есть мясо, бросила молочку, ела траву, и у меня не работал кишечник вообще, просто, у меня не работала пищеварительная система. И я прихожу к нему, он мне говорит: и вот ты, львица, решила перестать жрать мясо. Я такая, типа, что за сумасшедший дядька? Я говорю, какая нахер львица? Я думала, что он мне скажет: ты такая молодец, девочка моя. Вот сейчас вот ты еще перестанешь курить,
и все, и вообще все в твоей жизни будет прекрасно. Он мне говорит, значит так, вот тебе диета, начинаешь есть мясо обратно 3 раза в неделю, выпиваешь 50 грамм рома каждый день и кури себе спокойно, но желательно не больше 7-8 сигарет в день. И я выхожу от него в шоке, думаю, какая львица. И на прощание спрашиваю, мне говорю, а почему львица-то? Он говорит, ну, ты тханишь-то, у тебя накшатра тханишь-то. Я прихожу, я тогда только изучала астрологию, начинаю копаться. Человек понял мое строение тела, увидел показатель, который я вижу в гороскопе, не зная дату моего рождения. И когда я приходила к нему и спрашивала, говорила, что вот, я же там слон, он мне говорит, да слон у тебя мама. Я не откуда он знает. То есть человек по строению моего тела понимает физическое строение. Кто я и откуда? Аню явно этот момент заинтересовал про маму и слон. Да, слон родил львицу. Та-дам-тарам-там. И это потрясающе. Это просто доказывает, опять же, наличие каких-то, например, для меня доказывает, что веды — это не чушь собачья. 4500 лет. Мы поэтому и начали делать в какой-то момент вот с командой, это одно из наших мобильных приложений, продуктов Human Cosmos, и мы же синхронизировали в нем данные, то есть там у нас в приложении там есть твой персональный прогноз на каждый день по астрологии, human дизайну, то есть именно джиотиш, human дизайн, и плюс психология, и коучинговые упражнения, и mindfulness техники. И у нас математический код интегрирован в реал-тайм режиме с данными NASA, Jet Propulsion Lab, то есть с реальными положениями звезд и планет. Это вот как раз к вопросу о том, что веды — это не чушь, и то, что мало того, что это не чушь, что эта система, она интегрирована, вот, пожалуйста, подтверждение с данными со спутников, там, съемками постоянными, и о том, как это влияет конкретно, вот, например, сегодня на твою жизнь. Хотела задать вопрос, на самом деле, про твою историю с орбитальным городом. Настолько как бы глобальная затея, идея, в принципе, ну, как бы и супер дистанцирована, на самом деле, от того, что о чем мы привыкли мечтать или чего мы привыкли достигать. Как вообще этот проект сейчас поживает у тебя, и в какой момент ты почувствовала в нем точку роста, когда ты поняла, что да, это возможно, я буду вкладываться в это, потому что я знаю, что я здесь добьюсь определенного успеха, и в какой момент тебя перещелкнуло на то, что ты как бы вот, да, я в состоянии сделать вот это. Слушай, ты перещелкнула-то в детстве еще. Вот, то есть это Ну всё как, в пошло. детстве, как бы, блин, в детстве я балериной хотела стать, и танцевать на сцене Большого театра, и это Там было... Стругацкие на кухне сидели. Это неважно, дело не с Ругацких, просто как бы кажется, что в детстве кажется, что все эти вещи абсолютно возможны и достижимы. Потом ты начинаешь Вот. сталкиваться со своими личными какими-то ограничениями Вот, или слушай, а вот я с интересами, ними, или понимаешь, прочим. не сталкивалась. Точнее, даже сталкиваясь с ними, то есть меня, естественно, как у любого человека, были разные периоды в жизни, были периоды очень тяжелые. То есть у меня был, например, 1 год, когда у меня сначала умерла мама, потом я развелась с мужем, а потом я полностью потеряла свой первый бизнес, и в сумме почти за 2 месяца 1,5 миллиарда рублей я потеряла. Вот. И, конечно же, это очень такое, ну, больное, жесткое было падение вот из космоса на Землю. И у меня был период жизни, когда, например, там до смешного у меня не было денег купить жетон на метро. То есть, а до этого у тебя там, извини меня, там города, самолеты, пароходы, перестройка моногородов в России, просто вообще там вау, там, знаешь, как жизнь мечты, там, с точки зрения там, самореализации, того, что ты делаешь и так далее. То есть здесь же вопрос, как ты вот к таким ограничениям, либо внешним, да, либо какие-то ограничения нашей головы, то есть уже непосредственно внутренние, как ты их проживаешь, как ты на них реагируешь, потому что в такие вещи, вот ты говоришь, там, ты взрослеешь, да, у всех у нас есть детские мечты, все мы что-то хотели, в детстве казалось море по колено. И вот вопрос, насколько ты можешь эту энергию продолжать сохранять в течение жизни. И я здесь не про то, что нужно там, типа, всем бежать, там, не знаю, прыгать с гаражей, там, классно, типа, пофиг, там, сейчас прыгнем, дальше разберемся. А скорее про то, что ты эту энергию правильно управляешь, и вот эту, ну, как такой элемент мечты, а это же очень, на самом деле, драйвовая, крутая энергия, которая может вынести вообще на другой уровень. Я почему тебе говорю, что это вот с детства, да, пошло, потому что я дальше, да, на какие-то у меня были периоды, я немножко как в сторону отодвигала, даже не думала об этом и ничего не делала. В какой-то, например, период я занялась косвенно этим проектом, то есть у меня был проект, мы с командой делали полностью перестройку моногорода в России, и для меня это был проект, связанный с этим городом в космосе, потому что город в космосе, я сейчас такой небольшой офф-топ сделаю, это не про то, что там типа, а давайте всем миром построим международную космическую станцию, это скорее проект про
общество в первую очередь, про человека, про сверхидею и про мечту, которую можно дать людям, чтобы... потому что всегда нас двигает что-то вот такое, как, ну, запредельное. И причем запредельное не в плане того, что, ой, давайте в метавселенную все погрузимся, зависнем в VR и будем там классно сидеть и NFT-шками, и криптой друг с другом обмениваться, а скорее про то, что вот как кажется сейчас недосягаемое, но при этом, что многие о чем мечтают и о чем хотят, потому что все равно многие люди пытаются выйти за пределы себя самих, и не хватает вот объективно вот такой, как сверхидеи, сверхмечты. И своими теми или иными проектами, например, там у меня был проект с топливными элементами, да, мы делали, это возобновляемый источник энергии, он тоже напрямую, казалось бы, не связан с городом в космосе, но он связан с технологией, которая может там применяться. То есть у меня так или иначе разные штуки были связаны с этим проектом. И то, что я делаю сейчас, например, там вот эти наши мобильные приложения в Штатах, да, искусственный интеллект, образовательный проект, вот эти все штуки, они на самом деле про человека, про наш вот микрокосмос, то, с чего мы сегодня начали вообще. Мне здесь очень нравится метафора, как в эпоху Ренессанса, когда параллельно начались открытия Америки, начали археологически раскапывать. У людей начало меняться сознание, потому что им раздвинули вообще границы мира. Показали, что, оказывается, смотрите, есть еще вот это. Континент. Вот. Да, есть континент, а было еще вот это. Там вообще было там Древний Египет, боги и так далее. И в эту эпоху как раз-таки появилось очень много и научных открытий, и художественных, и великих художников появилось, потому что произошел такой щелчок и трансформация. По сути, вот для меня город в космосе является таким щелчком и трансформацией для людей, чтобы немножко расширить их границы мира и восприятия, дать возможность двинуться куда-то дальше. То есть мы там с командой сейчас инженеров делаем все равно чертежи, там простраиваем, как этот город может выглядеть. Но для меня, что самое главное, это не бизнес-проект, это именно проект комьюнити, потому что такого масштаба вещи, они делаются только совместно разными людьми, компаниями, государствами, и, ну, как бы они только в соединении. То есть невозможно, там, не знаю, Илону Маску либо Джеффу Безосу в одиночку такой проект сделать, только совместно. И мы сейчас делаем такой небольшой, как Космос-Сити на Земле, это образовательный центр. В LA, Да. то, что ты строишь. У нас вот одна площадка там, а другая в Португалии, в хаб креатива Биата. Вот, то есть там как больше как инновационный центр для Space Tech компаний, как такой коворкинг. Вот, поэтому я так или иначе с разных сторон... А ты сама вкладываешь бабки в город в космосе? Я в него не вкладываю, я же говорю, то есть это А сейчас как, больше как... Ну, то есть я понимаю, как он сейчас может работать на некоммерческой основе, когда у тебя условно группа энтузиастов вокруг Да. тебя собирается. Это супер круто, Да. но, условно говоря, ты же должна подойти к той точке, когда ты такая: все, окей, мы все прочертили, формулы посчитали, металлы разработали, искусственный интеллект нам сказал с Богом. И в этот момент что ты делаешь? Ты же должна, получается, каким-то образом аккумулировать вокруг себя условного Маска, Безоса и прочих и сказать им: пацаны, все, погнали, как бы загружайте свои ракеты, мы летим на стройку. Монтаж, йоу! Поехали! И Бриевич такая: ура, нормальный проектик подлетел, файновый. Бежит такая: я продюсер, возьмите меня, пожалуйста. я из Нормальный Москвы». контент подъехал, типа. Как эта точка случится? Или ты знаешь, что она случится, потому что у тебя есть понимание, при помощи каких ресурсов ты придешь в эту точку? Или ты уже пришла в эту точку, например, у тебя есть там какой-то Багажничке, мешочек с золотом, да, на котором ты сидишь и собираешься потом на нем полететь. Изначальный план — это как раз-таки вот вокруг Космос-Сити наземного собирать вот это комьюнити, компании и людей, и дальше внутри вот этого Космос-Сити уже прорабатывать совместно отдельные элементы, то есть, ну, как этого города, отдельные зоны, отдельные задачи его. Ты знаешь, я просто знаю, что в какой-то момент оно вот как точка сингулярности наступит, то есть либо люди сами придут, то есть я специально, знаешь, там сейчас бегать, искать там инвесторов, либо делать краудфандинговую кампанию не собираюсь, то есть я сейчас просто теми или иными действиями... Приближаю реальность. Да. Я смотрю в твои глаза и в твоих практиках. А ты познакомилась со своей смертью? Ой, конечно, да, много раз. Да, первый раз, кстати, на Кайлаше было. Там я вообще попала, наверное, это
в зеркало времени, что ли. Я присоединилась к группке йогов, и все такие шли, там супер прокачанные, кайлаш, там все, там же все равно высотность, перепады. И в итоге до самой коры нас дошло уже 3 человек, потому что остальные все, у кого горняшка началась, кому плохо стало по дороге, еще что-то. И я в какой-то момент немножко отбилась от остальной группы и, ну, как присела на камушек подождать остальных. И немножко как провалилась, какое-то вот там же есть как раз искривления временные, то есть я причем сейчас не галлюцинирую, то есть как это, скептики, кто сейчас слушает этот подкаст, можете прогуглить, очень много есть на эту тему уже научных даже изучений именно искривлений пространства, которые на Кайлаше, вот, и там, ну как по сути, я куда-то провалилась, часов этак на 9, потому что меня ребята не могли найти, хотя там, ну, там одна дорога, там очень сложно куда-то потеряться. Вот, и я куда-то вот в другое, можно сказать, измерение вышла, то есть я просто ходила где-то там рядышком, но не там, где они. То есть и вот это был такой первый опыт, и вот тогда я очень четко почувствовала именно вот этот момент. Это даже была смерть не в том плане, как мы, да, воспринимаем, ой, все, мы умерли, да, а именно скорее как полностью такое вот отделение от своего тела физического и отделение от именно вот этого физического материального мира. То есть это было вот такое состояние. Второй раз было это вот в практиках аюваски, потому что у меня больше 70 сессий аюваски. И в одной из них 70 раз. и они все разные, то есть, как бы, ну, потому что каждый раз, то есть, там не важно, сколько раз ты это практикуешь, то есть, каждый раз может выйти что-то абсолютно новое и неожиданное. Там вопрос, понятно, работы с фокусом внимания, осознанности и, ну, вот нахождение именно вот в этом моменте, когда ты находишься в аюваске. Один из разов было прям очень сильно, как бы, как говорили вот тоже проводники, потому что я этот момент, скажем так, на физическом плане не помню, то есть я его помню на таком уже более тонком плане, то, что у меня был формат как такой небольшой клинической смерти, то есть не дышишь, не бьется сердце, то есть, скажем так, для опытных уже практиков и шаманов это достаточно ожидаемая вещь, то есть не то, что там все бьют тревогу, о, все, срочно нужно скорую там откачивать, то, что такое бывает, наступает вот в моменте практики. И на уровне сознания это очень классно, то есть тоже переживалось интересно, потому что ты абсолютно так вот начинаешь расслаиваться в какой-то момент и видишь, как, ну, то, что вот у тебя нет вот этого страха, то, что, что, как это, я тут не дышу, там, не знаю, сердце не бьется. То есть ты это осознаешь очень четко очень это видишь, и при этом, ну, как чувствуешь вот эту вот легкость абсолютную, и вот расслоение, то, что структуры вообще, которые есть у нас, вот как раз физики, мозга, сознания и чувств. Интересно, что у тебя как будто бы смерть ручная. Ты совершенно по-другому начинаешь жить, когда ты начинаешь дружить со своей смертью. Это, мне кажется, тоже, если мы берем вопрос трансформации, он такой очень большой, потому что он приходит же к нам, экзистенциальный кризис, который обычно бывает около 30. И это как раз вопрос, типа, что есть смерть, а что будет после. И вот человек, который успешно преодолевает, переходит к тому, что я для себя определяю смерть, насколько я ее боюсь, или я с ней дружу, или как вообще мы с ней взаимодействуем. Есть штука такая в коучинге, там 5 почему, да, то есть когда там человек говорит, вот там у меня цель, я там хочу, не знаю, там успешный бизнес, там, ну и там, почему, зачем тебе надо, там, почему, и, как правило, там 99% из 100 на 5-й вопрос почему, то есть зачем ты это вообще делаешь, потому что страшно умереть. То есть вот такая, как, ну, база, на самом деле, всех нас, это вот действительно вот такой базовый страх смерти, он тормозит. А как вы для себя определяете смерть, как люди знакомые? Я не знаю, знакома ли ты? Ну, мы с тобой, мне кажется, еще не знакомы. Ну, в смысле? Смотря что Ты понимать знакома? под знакомством. Во-первых, я Ну, на нет, вот этой неделе съездила на тантру смерти. На минуточку. Поэтому знакомым можно сказать, кофе пили на днях, да, близко. Это раз. А во-вторых, у меня в семье было парочку смертей. Поэтому Ну, тут я имею в вопрос, виду именно в с той чем- категории, с чем- в которой Анька сейчас описывала этот процесс. Мне интересно, вот как ты для себя определяешь смерть, и как, может быть, ты. И, ну, я просто еще никак, наверное, не определяю для себя смерть. Ты, наверное, и возраста не возраст, а время не очень чувствуешь. Я, например, чувствовать время начала сильно, как бы, ну, то есть недавно начала чувствовать время, а до этого мне казалось, что это такой-то бесконечный ресурс. 36 про приход Сатурна. 36 приход Сатурна чего? Что куда пришло? Кому в Аня 36... просто заклинания читает, чтобы нам тут этот микрокосмос наладить. Я не могу сказать, что я прям подружилась со смертью, но история, которую я переживала как раз в эти выходные, она
другой фокус определила по этому вопросу, и стало как будто бы немножечко легче. Потому что если предположить, что действительно все заканчивается на телесном уровне, то тебя просто загоняют в угол, из которого ты уже не можешь выбраться, и это не может быть приятно или классно, это страшно. Но, например, если говорить про тибетскую книгу мертвых, то задача в смерти — это... то есть вся жизнь есть подготовка к смерти, а подготовиться к смерти нужно таким образом, чтобы просто набрать правильную энергию, и силу этой энергии, чтобы прощание с телом, после того, как ты выходишь из тела, набрать достаточную высоту для того, чтобы отлететь в стратосферу, и там эта энергия найдет другое воплощение. Мне показалось, что это очень философская история, что ты в своей... то есть человек, который живет сейчас на полную катушку, ему не страшно умереть, потому что он сейчас тотально присутствует в своей жизни, тотально делает то, что хочет, с каждым человеком общается тотально, и поэтому, если этого человека больше не увидит, он будет понимать, что это максимум того, что он мог с этим человеком сделать, максимум, что он мог сделать с этой жизнью и так далее. И вот это жить на полную катушку, она тебя как будто бы учит не бояться смерти, потому что ты все, что хотел, реализовал. А если человек не реализовался, не живет так, как хочет, ему очень страшно умирать, потому что он хочет еще как-то решить этот вопрос. Вот. Но это мое очень-очень дилетантское представление, первый раз столкнувшись, по большому счету, с вот такой практикой. Первое свидание со смертью. Ну да, можно сказать так. То есть мы еще друг друга не так хорошо узнали, потом, возможно, через годик я что-нибудь другое скажу про это. Знаешь, что в сказках народа мира вообще рождение ребенка, то есть когда женщина рожает ребенка, это по сути тоже является соприкосновением между смертью и жизнью, потому что в этот момент у женщины отмирает ее как предыдущая сущность, как ступень у ракеты откидывается, чтобы дать жизнь чему-то новому. То есть там тоже очень много всего зашито. И я лет 6 назад, я еще давно и много изучаю египетскую культуру, я была на границе между Египтом и Суданом, там есть Осирион. Осирион, то есть бог Осирис, это бог смерти в Древнем Египте был, и Осирион, его достаточно недавно начали откапывать, это не туристическое вообще место, то есть туда только с военным конвоем можно попасть, потому что там зона военных действий, и там огромный как храмовый комплекс, и один из туннелей, то есть там есть за всем храмом подземный такой длинный туннель, который как раз-таки дорога в загробное царство. И дорога в загробное царство, она, по сути, является как раз трансформацией души. То есть если у тебя душа чистая, то ты дальше из серии выходишь с другого конца и вселяешься опять там в что-то другое. Это, кстати, абсолютно тибетская книга мертвых, надо сказать. Так я же почему и говорю, что я это все вместе как раз и компоную, можно сказать, потому что мне интересно дальше вывести определенную теорию. У меня уже есть намётки, естественно, по ней, просто это такое... И хобби. Какая гипотеза? Гипотеза? MVP. Слушай, у меня есть гипотеза в виде, можно сказать, как таблицу периодическую элементов, если представляешь, примерно такая же гипотеза у меня есть. Так. Менделеева имеется в виду. Я поняла, Менделеева, спасибо, в школе училась. Мало ли, мы не знаем, что у вас там преподают. У нас. В российских школах, А не в советских. Так, и как звучит? Таблицу Менделеева представляю. А что есть? Условно, как взаимосвязано время, планета, микроэлементы в твоем теле, как это влияет на твою жизнь, на судьбу, как на нашу планету, как можно на базе этого сделать определенный prediction. А как, учитывая абсолютно, как мне кажется, абсолютную хаотичность Вселенной и жизни, можно такую историю подвести под некую таблицу элементов? Так она как жизнь и смерть, хаос и порядок, они рука об руку. То есть ты идут. пытаешься упорядочить хаос в этом Нет, я не смысле? пытаюсь упорядочить хаос, скорее там есть канва определенная. То есть даже хаос, он находится где-то в канве. Я недавно прочитала, что, мне кажется, это говорила вам, что банальность — это инсайт минус твои собственные эмоции. Мы не можем передать вот это эмоциональное, физическое состояние в момент, когда нам что-то стало понятно, говорим это просто словами, и люди, которые это не переживали, они такие, и Спасибо, чё? Кэп, да. Спасибо, да, мы знали, люби себя, полюби Да, себя, да. не знаю, закон вселенной, там все взаимосвязано, тра-та-та-та-та. То есть это выглядит bullshit, но только человек, который это пережил, Прожил, да, и прожил ряд это опытов, невозможно да. передать. Самое смешное, что я каждый раз думаю, что мы сейчас идем в этот трансформационный, в этот сезон, в котором мы хотим про трансформационные опыты говорить, и в итоге мы будем скоро, чувствую, мычать просто в микрофон, потому что слова бессильны иногда для объяснения того, чего ты понимаешь. Смотри, в дзен-буддизме есть определенная стадия, когда
учишься, то есть, скажем так, у тебя есть определенные стадии посвящения твоего обучения. То есть сначала ты там типа сидишь там и прямо вот как ты читаешь тексты, да, потом ты читаешь мантры, потом ты, значит, делаешь там тоже определенные так, ну, как движения, там, да, читаешь мантры и еще что-то. А потом ты просто медитируешь, а потом ты просто, ну, как бы как, живешь. Потому что, ну, вот в этом-то и есть, как бы, ну, как вот эта банальность и простота, потому что и вот это вот как-то модное слово «жить в моменте», вот, что тебе не нужны какие-то там штуки и приплуты, но для того, чтобы вот дойти до вот этой банальной такой очевидности, типа «капитан очевидность», то, что жить в моменте, это, ну, как бы, как это уже набившее оскомину словосочетание. Но чтобы до этого дойти вот как по-настоящему, тебе нужно пройти вот эту всю вот вереницу, там сначала практик, там каких-то ритуальных вещей, мантр, там молений, медитирований на картины, на янтры, на изображение божеств, и только потом наступает вот эта вот как раз точка, ну как 0. Отпускание, по сути. Ты сначала это все опустил, а потом просто отпустил и живешь.